Множество копирайтеров смеялись, когда появился ChatGPT. Они говорили, качество плохое, это никогда не заменит копирайтеров, это просто невозможно. Только сегодня никто из них уже не смеется. Ребята, вы почему не смеетесь? Я не понимаю. А знаете почему? Потому что ChatGPT может писать лучше, чем любой копирайтер. Намного лучше. Сегодня можно классное получать качество, которое будет ранжироваться в Google и будет приносить отличные результаты. Все те эксперты, которые 2-3 года назад кричали, что AI не сможет победить человека, что все равно люди будут писать лучше, уже не смеются и уже говорят, что действительно пора адаптироваться. И в этом видео я покажу тебе, как ты можешь использовать искусственный интеллект, сэкономить много денег на райтинге и получить классные результаты. Смотри это видео до конца, и ты многое узнаешь. Давайте начнем с моей истории, потому что в 2008 году я начал свой первый онлайн-проект, и на том этапе мы сотрудничали со многими копирайтерами. Тогда не было искусственного интеллекта, мы просто заказывали контент от копирайтеров, и больше 10 лет эта модель отлично работала, мы зарабатывали хорошие деньги, получали множество трафика, но все поменялось в 2019 году, когда Google внедрил первый алгоритм EAT, Experience Authority Trust, потом он был проапдейтен до EEAT, Experience Expert Authority Trust, и этот алгоритм как раз именно искал контент от экспертов. Тогда мы поменяли полностью нашу модель взаимодействия с копирайтерами, практически перестали с ними сотрудничать и больше начали искать именно контент от экспертов. И почему Google это важно? Я вам скажу, это не только Google, это важно юзерам. Смотрите, вот, к примеру, вы заболели, да, я не желаю вам заболеть, но случилось, да, все бывает. Вам интересно контент от копирайтера? Я не думаю. Вам будет интересно контент от врача, доктора, который имеет множество лет практики, который может вас быстро вылечить, и вы будете дальше получать удовольствие от жизни. То же самое всем юзерам. Никому не интересно контент от копирайтеров. У них нет опыта. Поэтому сегодня важно именно, чтобы контент писал эксперт. Второй момент. Эксперт должен уметь писать. К примеру, я заказал контент, написать 2 статьи у 2 специалистов по аккаунтингу, у которых нет опыта писать тексты. Они не смогли создать классный контент. По одной простой причине. У них нет опыта копирайтинга. То есть сегодня тексты должны писать те, кто имеет хороший опыт в какой-то нише. И второе, у них должен быть копирайтинг бэкграунд. То есть они должны уметь писать. И для того, чтобы создать классный контент в ChatGPT или в каком-либо другом искусственном интеллекте, вам необходимо действительно сотрудничать именно с экспертами, которые зададут правильные вопросы, напишут правильные промпты и смогут отредактировать полученную информацию. Поэтому сегодня копирайтер должен адаптироваться под одну нишу и должен становиться больше оператором чата GPT или каких-то других моделей. Кстати, это не только копирайтинг, это касается любой профессии. К примеру, вот у меня знакомая, она сказала, что ее сын хочет пойти на медицинский, потому что он боится, что искусственный интеллект заберет другие профессии. Это большая ошибка. Искусственный интеллект сейчас очень сильно внедряется в медицине. Вы почитайте исследования Билла Гейтса. Огромные деньги вкладываются, и искусственный интеллект будет делать революцию в этой индустрии. Нельзя избежать искусственного интеллекта. Неважно, какая у вас профессия. К примеру, вот дизайнеры. Вот мы сотрудничаем с дизайнерами. Я вам скажу, что следующие проблемы начнутся у них, если они уже не начались. Смотрите, вот, к примеру, образно на моем экране вы видите, я вот в чат GPT спросил, залил мою фотографию, попросил сделать как картун, да, и посмотрите. Классный результат. Дальше я спросил, сделай меня как Лего. Вы посмотрите, что он делает. Я буквально за пару секунд получил картинки. Там можно уже генерировать инфографику, там уже можно множество делать вещей, которые дизайнеры потратят уйма времени. И, наверное, не смогут создать такое качество. Поэтому дизайнеры, если вы хотите дальше продолжать результаты и любите свою профессию, все будет отлично, но вы должны становиться именно операторами в чате GPT. То есть каждый дизайнер должен играться с чат GPT и использовать другие инструменты, чтобы редактировать и ускорить свой процесс работы.
так же самое, как копирайтеры. Сегодня важно именно больше думать про мультифункциональное назначение любого контента. Позвольте мне это объяснить, да, вот эту сложную терминологию. В том плане, что мы когда-то долго думали только про Google трафик. Мы особо не рассматривали другие каналы. Сейчас это лучше не делать. По одной простой причине, что Google может долго не давать результата, а может даже обрушить трафик. И даже у больших компаний. Вот смотрите, на моем экране я показываю. Вот трафик HubSpot. HubSpot компания стоит, я не скажу, там больше 10 миллиардов долларов. Посмотрите, у них было трафика 8 миллионов, сейчас у них 1 300 000. Почему? Да потому что Google пофиг HubSpot. Ему все равно любая другая компания. Вот если Google поменял какой-то алгоритм, он может обрушить трафик. И у HubSpot одни из лучших райтеров мира. Смотрите, например, Forbes. У них было около 70-80 миллионов трафика, да? Ну, то есть множество трафика, сейчас у них он упал. Почему? Да потому что Google все равно. И у Forbes лучшие копирайтеры мира, у них огромный авторитет. Но это не помогает сегодня в Google. Потому что сегодня важно делать акцент на получение трафика с разных каналов, не только Google. То есть, к примеру, я не пишу статьи, если я не знаю, что я могу получить результаты с каких-то других источников. К примеру, смотрите, вот я зашел в Клод, позвольте мне пойти в самый верх, в Клод, я спросил, пожалуйста, составь мне контент-план для топиков по SEO, по которым нет классного контента в интернете. Смотрите, я получил 15 топиков. Мне понравился второй сразу же. И я его сгенерировал по нему контент. Смотрите, то есть после того, как я получил топик, я попросил, напиши мне статью по этому контенту. Вот, смотрите, он мне написал статью. После того, как она мне не понравилась, скажем так, не то, что не понравилась, я ее перепроверил в нашем NMIS AI детектор, и он показал, что там есть какой-то AI written content, и после этого я попросил переписать эту часть контента, он мне заново еще раз написал, повторно проверил в NMIS AI детектор и опять же попросил переписать, уже финальный вариант мне понравился, да. Вот, после того, как мне этот контент понравился, я еще сравнил с Gemini, то же самое спросил, пожалуйста, напиши мне статью про этому, и после того, как я получил все эти результаты, я опубликовал статью, вот моя статья. Вот по этой теме полностью написанная статья. Но чтобы не ориентироваться на только трафик с Гугла, смотрите, я заходите в мой LinkedIn, я взял точно такую же статью, опубликовал в моем LinkedIn Пульс. Потому что у меня 42 тысячи подписчиков, которые читают мой контент. То есть я могу писать для них. То есть если я не получу трафик с Google, я получу его в LinkedIn, пойдут продажи с LinkedIn. То есть сегодня каждый должен адаптироваться под множество каналов. Помимо Google есть Bing, есть DuckDuckGo, есть LinkedIn, есть Medium, есть Reddit, есть Facebook, есть множество каналов. То есть вы, допустим, можете одну статью разбить на множество частей и опубликовать в Facebook и других каналах. И это отлично работает. То есть важно думать про то, как вы один вид контента можете распространить везде, для разной аудитории, разных каналов. Также очень важно адаптировать под другие каналы. Например, вы смотрите это видео, потому что мы снимаем видео. И видео YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, оно везде набирает классные результаты. То есть вы не только пишете, вы можете еще снимать видео, вы можете делать аудиоподкасты. И это отлично работает. Вы берете одну тему и просто в разные форматы распространяете и получаете классные результаты. И у меня для вас есть сегодня классный инструмент, вы его полюбите, я его сам уже полюбил. Смотрите, если вы зайдете на наш сайт, откроете контент-эдитор, вот смотрите, описание к этому видео я написал в нашем инструменте. Этот инструмент даже лучше, чем Google Doc, лучше, чем Grammarly. Посмотрите, он проверяет SEO-параметры, читабельность, граммар, то есть он показывает хеддинги, кейворды, слова. Он даже проанализирует ключевые слова с Google, да, то есть заголовки с Google, ключевые слова с Google. Он может сгенерировать какие-то с помощью искусственного интеллекта ключевые слова и заголовки. То есть если вы пишете любой контент, я вот пишу практически любой контент здесь же ими работаю. То есть смотрите, можно задать любой вопрос, выделить, допустим, вот эту какой-то контент, нажать Insert Fax, Image или Comment или Rewrite, Expand. То есть вы можете прям работать здесь, все делать здесь и генерировать с помощью искусственного интеллекта, потому что этот тул законнектен
ко всем AI models, ко всем, и к ChatGPT, и Gemini, и Perplexity, и Claude, и многим другим. Почему? Потому что мы выбираем лучшую для вас. То есть вы экономите множество времени, вы просто можете генерировать контент прямо здесь и получать классные результаты. А еще лучше всего, смотрите, вот такая кнопка, нажимаете Share и можете поделиться этой ссылкой с кем-то другим. Просто делитесь, и любой другой, кто откроет эту ссылку, сможет для вас написать статью. Допустим, это какой-то у вас специалист в команде, который пишет, вы просто ему дали, он прямо в этом туле все сделал, вам переслал, у вас готовый контент. Очень супер классно работает, рекомендую. И сегодня я вам скажу, копирайтинг мертв. Да, это правда, копирайтинг мертв, но если вы до сих пор любите писать, если это ваше, все будет у вас отлично. Только используйте ChatGPT, используйте другие модели, пишите, все будет отлично, но используйте GPT для того, чтобы генерировать контент и специализируйтесь на одной нише. Стивен Кинг, он не пишет на разные ниши, он пишет свое фэнтези, да. Джоан Роулинг больше Гарри Поттера, тоже какой-то свой формат. То есть каждый классный копирайтер или райтер, он все равно пишет про какую-то одну нишу. Поэтому, если ты хочешь получать результаты, используй наш контент-эдитор, обязательно пиши про какую-то одну нишу или сотрудничай с экспертами. Ну, моя рекомендация все-таки уходить больше от райтинга, если вы не любите райтинг, да, потому что, насколько я знаю, основная масса не особо любит писать. Поэтому лучше всего сегодня, конечно, это же создавать именно AI-тулы. То есть, если вы зайдете к нам на сайт, вы увидите, что у нас множество тулов. Это все такие AI-агенты, которые все подконнектены к AI. Они дополнительно приносят результаты. Я вам скажу, что ChatGPT и Google AI Overview или любой другой тул, они будут воровать трафик у контент-креаторов, тех, кто пишет блогпосты, но они не могут украсть у тулов. Потому что тул имеет user-friendly интерфейс, и в любом туле можно работать, получать необходимые данные метрики, поэтому мы создаем множество тулов, это будущее. Сегодня, если тебе необходима какая-то помощь с AI-тулами, просто сабмить свой реквест, мы обязательно рассмотрим и поможем тебе, направим, дадим миллион инсайтов, куда идти правильно, и ты уже примешь решение сотрудничать с нами или самостоятельно попробовать развивать это направление. Сегодня игнорировать AI невозможно, неважно, какая у вас ниша, результат будет, если вы максимально адаптируетесь, изучаете и получаете результаты. Это все на сегодня. Спрашивай все вопросы в комментариях, я обязательно отвечу на любой твой вопрос, читаю все комментарии и увидимся в следующий раз.